Небольшой польский город Старогард, расположенный в 50 километрах к югу от Гданьска и насчитывающий чуть менее 50 тысяч населения, привлек нас своей историей и старинной архитектурой, а также необычным названием, которое русскоговорящие люди на автомате прочитают как Староград. Прохладный февраль не очень-то способствовал поездке, но мы решили не сидеть дома этой субботой и через час-полтора уже были на стоянке Старогардского футбольного стадиона, вплотную прилегающей к границам старого города. Первой нашей целью был осмотр дворца Вехертов конца XIX века. Квартал, где он находился, был на реконструкции, да и сам дворец выглядел подуставшим, но это не особо испортило впечатление, потому как статуи и лепнина дошли до наших дней в целости и сохранности. Далее наш путь лежал через узкие улочки старого города, напрямую к его центру, рыночной площади. Небо тем временем плотно заволакивало облаками, а ветер неустанно продолжал трепать флаги на зданиях. Рыночная площадь, как и полагается, выглядела ухоженно и красиво, но ее уют нарушался автомобильным движением. Возможно, летом его как-то ограничивают, но мы же вынуждены были смотреть за детьми в оба глаза. Доминантными сооружениями площади были пестрая ратуша и возвышающаяся башня костела Святой Катажины, оба построенные в XIX веке. Но у Амельки был другой интерес – изучить очередной старый колодец, который мы встречаем буквально в каждой поездке. Посмотреть? Осмотрев площадь и все разнообразие окружающих ее домов, мы остановились у карты, где отметили для себя еще парочку мест, куда можно сходить. Но перед тем, как двинуться в путь, конечно же, не обошлось без остановки на пикник. Следующим пунктом нашего маршрута стало здание синагоги XIX века. Свои прямые функции она выполняла до 1939 года, когда фашисты опустошили ее и переоборудовали под свои нужды. После войны и по сей день старая синагога выступает в качестве торгового дома. Минув еще парочку красивых переулков, мы подошли к массивной кирпичной крепости. Но, конечно же, это была не крепость, а костел Святого Матеуша, построенный в далеком XIV веке. Излишне говорить, что это самый старый и большой костел в Старогарде. И выглядел он монументально. На улице начинал накрапывать дождь, поэтому мы поспешили внутрь. Когда мы вышли из костела, погода только ухудшилась, поэтому решено было прервать прогулку по городу и осесть в ближайшей кавярне. Необычайно вкусный чай и кофе идеально дополнили подготовленные заранее бутерброды, а тепло и уют заведения с названием «Дзенна давка» позарядил нас еще на часок-другой. Дождь закончился достаточно быстро и дал нам шанс еще немножко исследовать этот симпатичный городок. Мы пошли в парк, откуда открывался неплохой вид на костел и оборонительные стены. Немного побродив и сделав памятные фото, мы заметили, как здорово парк украшен декоративными травами, а также увидели котиков на одном из деревьев. Перед тем, как покинуть город, мы прошлись еще к одному важному зданию, сегодня Ужонду, а ранее прусской резиденции 1900 года постройки. Этот насыщенный день завершался. Дома ждала бутылочка классического польского пива и суперматч итальянского чемпионата Интер-Милан.